Это тот случай, когда никак. Я все ракурсы перепробовал. Меня там нет в кадре. Сейчас посмотрим. Вам не проскочить на мотошалаш. Мы проехали, что ли? Может, я ушел? Это что? Привет! Ну а что, поздороваться надо со зрителями. Кое-веки выбрались на автомобиле. Куда поедем? В эту волшебную рощу? Куда колеса выведут, да, наверное? Друзья, куда колеса выведут, мы не загадываем никогда. От того, что будут камеры со стримингом. Ну вот, все, оно реализовалось, пожалуйста. Все. Теперь у тебя есть такая камера, есть Sony, есть там Fuji новые и вот эта Sigma. Все. Можно, если у тебя есть реально куда выходить в эфир, ты подключаешься к ноуту, цепляешь там соту. Ну, можно было сейчас взять планшет и выйти просто в эфир с нее. Все, если бы такая камера была. Поэтому люди просто не понимают, какой-то реляционный сдвиг. Это, в принципе, один аппарат ты с собой таскаешь при путешествии. Все. Тебе не надо ничего. Нет, а я хотел сказать, что вот именно видеографы переходят сейчас чаще именно вот не фотоаппарат, видеокамера, да? Как сейчас это принято, фотоаппарат запускать видео. Ну да. Типа, ну это круто, да. А сейчас нет, видеографы переходят на именно конкретно видеокамеру. А, ты имеешь видеокамеру? Именно видеокамера без фотоаппарата. Ну так это всегда... И идет волна, то, что ребята снимать надо. Нет, все вылетело из башки. Реда. То есть, понимаешь, да, он хуже снимает. Все говорят, что он как бы проще по цветопередаче. Он проигрывает этой матрице 100%, да, если брать как вот эту доступную модель. Но человек объяснил, возьми эту Sony, возьми эту Sigma и включи ее, вот как бы вот ожидание кадра, да, 4 часа. Она кончится. Она просто перегреется и выключится. А Ари будет 12 часов включенный, и ничего не будет. С Редом то же самое. Там надежность прежде всего. Ну посмотри, вот уже можно снимать. Посмотри, как классно. Просто шикарные места. Вот эти вот, как камыш, вот это. Ну вот мы туда подальше подъедем, вот там, где та часть, где шалаш, и туда пойдем к заливу, и там поснимаем. Слушай, а я тут и не был. Тут очень красиво здесь. Классные места. Здесь очень классно. Поедем в шалаш. Поедем в шалаш. Лес, видите, в снегу. Но это не помешает нам. Но мне кажется, это дополняет. Да. Мы как раз говорили о том, что в марте в прошлом году в конце и даже до середины, до конца февраля никаких листочков, ничего не было. Все было такое сухое. Все очень медленно происходило. Но вот в этом году я все-таки надеюсь, что будет гораздо быстрее все, во-первых, зазеленеет. Да, слушай, классно. Приехали, друзья. Видите, как сегодня капель. Сегодняшняя капель. Мы приехали к шалаш, поэтому будем погулять немножко. Ну что скажешь? Пока ничего. В смысле ничего? Я бы сказал, это зима, куда ты меня привел, да? Итак, друзья, это дорога, собственно говоря, к музею Шалашу, но по пути там будут тоже всяких интересных мест. Поэтому, кто приезжает в Питер, не так далеко от города, можно добраться на электричке, можно на машине. Летом, конечно, весной здесь много народу. Ну, сейчас, конечно, поменьше, но обязательно приезжайте сюда, потому что здесь действительно красивое место. Ну и заодно историю посмотрите, начало революции, где жил Ильич. Чего не боится? Вообще необычный ракурс, да? Крутящаяся такая штука.
Друзья, нет, шутка нет, а вот явно с Армстронгом скреативили хорошо. Это точно. С Владимиром Лениным. Как раз такой фотографии, как Владимир Ильич выглядел в июле. Ну, соответственно, это все копии, но... Ну, понятное дело, да. Но все равно это можно хотя бы понять представление вообще, что это было. Что настоящее. Июля. Ну, и дальше уже вот, с австралийской милиции этот пропуск пропечатали. Судьба, потому что участвовал в подавлении кронштадтского мятежа и в борьбе с белофинами, потом был директором своего собственного сарая, то есть музея. В 1937 году был репрессирован награждение. Тетрадь подлинная, создана 22 июня 1944 года. Емельянова погиб уже в 1944 году, попал в Эстонии. Интересно, потому что сугубо гражданский. Не, ну фотка вообще классная. Просто фотка классная. Супер. Был не обшит, оригинальный. Вот некоторые личности говорят, что обшитый. Он Да. был и такой, Не и был такой. он обшитый. И Абсолютно точно. эти края лохматились. Вы имеете в виду, что была такая закруточка? Не зигзагом, а как профессионально Ну да, это да, называется. да. Оверлок, что ли? Оверлок. Они были закрыты. Не, ну это... Пилотка 87 года. Да. Ничего себе. Померить. Тебе подойдет? Прикольно. А что без звезды есть звезды? Со звездой они Дороже. по это самое. Нет, Какой ничего? они в одной цене. Это 91-го года. Это уже как... А это самые первые. Вот этот. Был он тут или нет на самом деле? Наш человек. Это наука неизвестна, да? Причем смотри, чем он снимает, ты посмотри, чем он снимает. Скворечник, все дела. Нет, Ну. это не просто гармошка. Во-первых, можно по гармошке определить, что стереофонический аппарат или нет. Видишь, крышка открывается. Это 6х9, скорее всего. Или 9, или 6х17 широкоформатный. Вполне вероятно. Так что вот, ребята, давайте ответьте, что за фотоаппаратом снимал. Ищите в интернете. Ну, в общем, у нас сегодня какая беседа? Беседа о том, что урок первый, собственно говоря, что снимать. И вопросы есть, а ответа нет. Потому что вот Павел как раз говорит о том, что нацист что-то говорил, да? Ну что, если ты стрит не снимаешь, то не снимаешь. Не буду снимать. Может быть, по мне потом... Свет какой хороший. Да. Ну вот, друзья, мы увидели уже свет. Посмотрите, какой интересный. Ну вот, друзья, вам привет, как быстро раскладывается стоп. Так, бросил на землю, открыл, достал камеру, уже все сделал. Пока некоторые достают все медленно. Но мы же никуда не спешим. Зато смотри, какой я увидел кадр. Смотри. Уже арт готовый. Уже гард. Уже не один арт здесь. Я думаю, что здесь место как раз для такого варианта. Свет вышел, лишний объект, да, или как? Персонаж. Посмотрите, что мы нашли. Видите, какой свет. Нет, не ушел. Я отсюда вижу, смотрю, великолепность. Мне понравился очень. Здесь вот такая, видите, дымка. На дальнем плане с левой стороны кайт. Здесь как бы солнце зашло. Но мне интересно снять с нижней точки. Поэтому вот с этого камня я попробую снять это в ту сторону, чтобы геометрия была другая.
протестим, насколько работает нормально защита, ветрозащита. Да? Мы сегодня с Индорой, со всех, то есть у нас здесь все. Ну, этого у нас и в Лахте добра подавай, да? Мы-то шли не за этим, конечно. Нас интересовало... Сейчас свет выйдет, надо Да. бежать. Да, поэтому основное правило это бежать, искать свет. А если еще в микрофон говорить, совсем хорошо. Микрофон. Да. Да. Но меня вот это заинтересовало, друзья, вот этот минимализм. Посмотрите, свинцовое, пунцовое такое небо, вы видите его, да? И лед такой же цвет. То есть это, в принципе, через поляризационный фильтр будет восприниматься точно так же. Сейчас я микрофон разверну, чтобы хоть что-то было слышно. А то я что-то говорю, и меня не слышно совсем. В общем, понятно, да? То есть вот здесь снег, он такой некий артефакт, мне не понравился, мне он не нужен. То есть я хочу сделать вот таким образом, но при этом, чтобы у меня вот это пунцовое небо, это линия горизонта, да, понятно, что мы ее расположим на одной из линий золотого сечения, ну и что-то придумаем. И мне хотелось бы дождаться момента, когда вот там, вот на той части выйдет свет. Там тоже очень интересно. Видите, голубой кусок неба, его отлично отсюда видно. И вот его бы, конечно, без всяких камней, которые здесь, без всяких ступеней, то есть вот такое. Вот такая моя мысль. Процесс. Как не надо? Люди хотят, интересуются вообще, какие действия происходят для того, чтобы получить хорошую, качественную. Они думают, что камеру купили, и все на этом закончилось. Они не правы? Неправы. То есть самый лучший инструмент это что? Кисточка, самое главное. А что, кстати говоря, кисть нужна. Кисточка нужна не только художнику, да? Потому что когда мы пытаемся сдуть, из нашего организма выходят и жиры, и углеводы. Углеводы. А сдуть у тебя есть? У тебя сдуть есть? Есть. Да? У меня в моем F-100 тоже сдуть есть. Могу вздуть кого-то. Могу кого-нибудь вздуть. Клизмочку, да. Внезапно выходит солнце, и видите, что я вижу? Я вижу спуск и вижу валун. Эту технику многие любят. В данном случае у нас есть передний план, который будет подсвечен светом. Мы попробуем этот золотистый свет, выйдем на лед, попробуем подснять. Вышло солнышко, друзья, я нашел валун. И вот благодаря тому, что мой штатив позволяет снимать с нижней точки, раздвигаются ноги, я могу это быстро сделать. И могу вот этот золотистый свет, который сейчас вот тут вокруг меня вороны кричат, и сделать что-то подобное. Если, конечно, они зайдут в кадр, будет бы еще шикарно. Но сейчас вот момент поймать вот этот свет, который все ищут, фотографы. Сейчас он как раз выходит, и я уже не буду догонять Павла, я буду ловить свет вот этот. В общем, друзья, Павел от меня убежал, а я тут, он решил вдоль берега пройти. Мы пытались поймать свет. И вот я говорил о том, что фотографии, конечно, важен свет. Никаким жанром мы не привязываемся. Хотя сегодня можно сказать, что здесь и стрит-фотография у меня присутствовала, и пейзажная фотография, которой мы занимаемся. Ну, конечно, мы не выбираем, что снимать. Мы пытаемся поймать этот момент. Это действительно и составляет суть фотографии. Друзья, зачастую мы попадаем в какие-то интересные места и видим, видите, в данном случае грибок. Я решил его немножко поснимать, не знаю, насколько будет видно. С разных ракурсов, и сзади там красивая елочка, поэтому отделяем с помощью диафрагмы. Ну, как обычно. Какое здесь дерево деревянное. Возьми с собой камеру. Да ладно. Не надо. Солнце вышло. Немножко потрындеть в пустом лесу, а то народ постоянно ходит. Видите, снега дофига, как говорится. Но к апрелю месяца, я думаю, что в конце даже этого месяца, здесь уже будет все совсем по-другому. И фотографы, которые сюда отправятся, я уверен, что здесь их много будет. Мы-то уже в разведку отправились, поэтому можем показать какие-то места, действительно, которые сочетают в себя и морской пейзаж, поскольку это все-таки залив. И здесь есть некие такие открытые большие пространства, несмотря на то, что сейчас снег какой-то. Ну, я думаю, что это не помеха. Ну и солнце будет жарить, поэтому я думаю, что
можно будет уже сменить экипировку. Сегодня у нас F-стоп. Я сегодня даже кепку взял. Мою летнюю кепку. Рановато. Рановато, да? Рановато. Все, ладно. Холодновато. Если Павел говорит, значит надо. Не надо рисковать. Ты можешь по эту вязаную поверх кепки. Будет прикольно. Вязаную. Да, ты Вот это так? одень. Вот так? Не, ты сначала эту одень. Вот эту. А эту вязаную поверх. Во. Это что будет такое? Вот увидишь потом, что это. Да? Ну, друзья, Швейк, швейк. кто снимает какие-то вещи, да, любит какой-то вудленд, да, который мы с Павлом снимали. Здесь этого вудленда полно. Так что, если вам нравится этот жанр, езжайте в разлив. Здесь его огромное количество. В каком угодно варианте. Кстати, для фотографов, для путешественников, для туристов есть вот такие скамеечки, частенько встречаются, поэтому можно присесть, хлебнуть чайку, да, кому что нравится, и отправиться дальше на поиски приключений. Указатели. Все в указателях. Мостики. Ну, я считаю, что все удалось, да, сегодня? Еще мы гуляем. Мы продолжаем свой путь. Это только середина. Середина. Хватит заканчивать чужие эфиры. Я знаю, что это, как там, когда мы в эти елки-то, помнишь, ходили? Когда мы обнаружили этот Шишкинский лес, да? Да. А потом что, мы там прошли по болоту, И нифига мы не Да. нашли. пришлось вернуться, искать это место опять, Шишкинский лес. А у нас сегодня здесь Ленинский лес, да? Или Ленинские угодья. Ну, вообще, конечно, надо идти сначала на разведку, на прогулку. Да мы что потом- делаем? Да. Потому Мы что для вас делаем. Когда чтобы- мест не знаешь, да, хорошо. Когда мест не знаешь, то, конечно, зачастую гуляешь, ничего нет, домой пришел. Да. Сидит. Гигант. Блин, а что ж я это не снял, а что ж я то не снял, а надо было то. Да. Ну, я думаю, что зрители оценят нашу сегодня вылазку. Это, можно сказать, мартовская вылазка. Мы же мартовские с тобой, да? Это сплошные мартовские коты. Машевские коты, еще те. Кругом. Ну ладно. Значит, это только середина пути. 50 на 50, как я сказал. Мало мест, где можно вот так снять свободно лес. Именно с дорожки, то есть не в резиновых сапогах, а вот именно в таком виде, что цивильно можно все это. Поэтому здесь в этом плане, конечно, это и не парк, но при этом еще и комфортно можно передвигаться. Как говорили, пионерам дорогу уступаем, старшим, да? Продолжение марлезонского балета. Друзья, настроение отличное, великолепное. Посмотрите, какая красота. Скоро это все высохнет, и можно будет уже гулять спокойно по лесу. Но здесь, из-за того, что здесь климат, можно сказать, что приморский, поэтому здесь уже достаточно сухо. И вот я иду, абсолютно сухая земля, никаких там ничего нету. Ну и заодно я вот уже нашел тут один кадр. Я тут нашел одно пространство, поэтому, наверное, сейчас попытаюсь его снять. Сейчас Павел зайдет, может, выйдет из кадра. Что вы скажете? Классика.
ты поверни ее. Я просто хочу вот этот именно, вот этот изгиб, но он нужен. Я хочу его увидеть. В общем, это тот случай, когда никак. Я все ракурсы перепробовал. Вертикальный, горизонтальный. Никак вообще, Я абсолютно. с тобой не согласен. Ты загоняешься, ты боишься обрезать. Не бойся резать. Кроп, не бойся. Я хотел, чтобы все полностью деревья увести. Спокойно. Ну, если у тебя нет. Ну, Очень единственное- часто кропят. Очень. Я все обрезаю. Ну, я понимаю, что ну, здесь весь смысл. Вот я сейчас на iPhone сниму, ребята, посмотрим. Вот на iPhone понравится вам, нет? Ну, вот с этой точки я пробовал. В общем, пробовал с той точки, с земли. Но у меня все равно не помещается, какие-то обрезки получаются. Поэтому, друзья, ответьте на вопрос. Вот, сделать или не делать? Я в любом случае сделал. Но мне понравилась именно вот эта линия, которая льда. Вот я не знаю, видно ее или нет. И вот эта вся линия строит вот эту композицию. Вот мне вот это запало. И она видна именно с верхней точки. Сильный очень ветер. Ну, чуть-чуть мы поймали света, поэтому я думаю, что тоже интересное место. Ну, а с вами был Фавионыч и Павел Март. Так что не забывайте подписываться. Да.